Доброго здоровья, дядька. Хунту и хунтубары. Мы из Украины. Первым делом новости, а потом я вам покажу на четком примере, как во времена, когда мы с вами собираем копеечка к копеечке донаты, чтобы помочь нашим хлопцам и девчатам на коников, на теплаки, на ту же воду питьевую, наши чиновники пилякают миллионы гривен на ровнейшем месте. Украина может получить от западных стран современные истребители 4-го поколения. Есть американские, есть Гриппен из Швеции, есть Еврофайтер или Рафаль. Есть целый ряд различных систем, которые могли бы отправиться в Украину. Планируемые к передаче самолеты будут не российского производства. США и ряд других западных стран изучают возможность обучения украинских пилотов. Обсуждение этого вопроса все еще ведется. Им хотелось бы составить долгосрочный план создания таких ВВС, которые бы Киеву понадобились в будущем. Власти Украины ранее не раз просили западные страны передать авиацию. Киев согласен на получение старых советских самолетов, если передача истребителей F-18 или F-19 невозможна. В середине июня конгрессмен Адам Киссингер внес в Палату представителей США законопроект об обучении украинских летчиков-истребителей и экипажей для эксплуатации американской авиации F-15, F-16 и других самолетов. В релизе говорилось, что конгрессмены надеются, что в дальнейшей эскалации не возникнет необходимости. Истребители Гриппен производятся шведской оборонной компанией Saab. Самолет отличается от других машин 4-го поколения низкой стоимостью и небольшими размерами. Его максимальная скорость 2 маха, дальность 1500 километров. Я так скажу. Пока весь мир решает или делает вид, что решает, нам приходится каждый день действовать в очень узких рамках. И это накладывает определенную нервозность на наши действия и мысли. Единственное, что меня в этой ситуации вдохновляет, так это действие ЗСУ. Под Херсоном-то того котел нарисовался. По слухам, в котле порядком 2000 членов элитных россиянских подразделений. Обменный фонд возможен вкусный, если упираться не будут. Иначе превратятся в белых «Жигулей». Вариантов немного. Умных там, кстати, нет. Умных в россияне только подсчитывают. С февраля почти 1800 военнослужащих из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Это только те, которые подсчитаны и показаны. Не менее 234 человек, отказавшихся ехать в Украину, находятся сейчас в районе города Брянка на территории самопровозглашенной ЛНР. По словам родственников, солдаты находятся в подвалах и других охраняемых помещениях. Их якобы склоняют к возвращению в ряды ВСРФ, но количество отказников растет. Вот, к примеру, около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после вторжения в Украину отказались продолжать и самовольно покинули места расположения войск. Тем временем Россия уверенно идет путем иронизации экономики. Нефть-матушка да газ-батюшка. Банальная сырьевая пара, обеспечивающая существование российской государственности много лет. Именно цены на две данные позиции страны бензоколонки формируют острие борьбы за выживание антиукраины. Увы и ах, за последние 2 десятилетия, которые войдут в историю как потерянные, Росчиновник, а тем более прожорливый силовик, не думал, как обеспечить модернизацию страны и каким образом диверсифицировать ее источники доходов. Россия только симулировала вставание с колен, показывая злокачественный рост за счет распродажи своих недр, но никаких производств с добавленной стоимостью не создавала. Просто не хотела. Зачем? Ведь золотой дождь, пусть и нефтегазовый, позволял перекрыть некомпетентность армии очковтирателей. Здесь и батуты Рогозина, и фактурная бумага Бочарова, и вкусно и точка Собянина. Тьма подобного креатива уверенно ведет РФУ путем иронизации экономики. Вот так. Раб на галерах оставляет страну с сахой, погостами и армией опричников. Идеальное условие для десятилетий смутного времени. И оно на всех парах врывается в российские будни не только по причине катастрофической военной авантюры против Украины, но и из-за грядущего обвала цен на рынке энергоносителей. В те далекие времена, когда вождь многонационалов еще располагал советниками с нормальным образованием, а не всяким сбродом из высокогорных аулов, он сам рассказывал весьма интересную закономерность про хрупкость российской экономики. Если в странах-потребителях энергоносителей начинается рецессия, то в них резко падает спрос на российские энергоносители. Как итог, экономика РФ всплывает пузом кверху. Однако под воздействием неких внутренних высокопоставленных диверсантов Путин в точности до мельчайших деталей реализует именно подобные сценарии отката россияне в Средневековье. Применение российского энергетического давления массового поражения против Германии и других государств ЕС вызвало стремительный скачок инфляции в мире.
Он истончает экономики стран-мишеней так же, как морская блокада Украины российским агрессором способна повлечь миллионы людских кончин от голода. Опасения вызывает возможный дефицит газа на пике потребления зимой. Самое интересное, что самой России от того тоже не сладко, ведь большая доля ее газовой продукции просто останется нереализованной. Скважины законопачены. Газовую отрасль ждут большие проблемы, но это цветочки от тех бед, что ударят по российскому бюджету из-за трансформации ситуации на рынке нефти во всем мире. Налогообложение от экспорта газа дает около 10% поступлений в бюджет, тогда как экспортная пошлина на нефть – 30%. Это и есть Кощеева смерть, ведь именно данная опора российской экономики попала под тройной удар. Сначала европейские потребители начали замещать российскую нефть и облагать ее санкциями. В итоге из-за своеобразного эмбарго основным поставщиком нефти в страны ЕС впервые за 6 лет стали США. Далее страны G7 разработали план предельных цен на нефть страны-агрессора с помощью механизма страхования танкеров, перевозящих российскую продукцию. Данная удавка может привести к параличу перевозок в случае отказа россиян. К тому же министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о продуктивных встречах с коллегами в рамках G20 по вопросу ограничения цен на российскую нефть. Подобные шаги уже назвали точкой психологического перелома внутри России. Путинскому плану нефтяного шока — крышка, а значит, в августе начинается искомое смутное время. И хоть это приятная для нас с вами перспектива, в наших родных пенатах подобных очковтирателей тоже достаточно. Прикрываясь смутными временами, они проворачивают дела, от которых сворачивается сознание. Вот как украинские чиновники пиликают наши деньги, пока мы заняты совсем другими вещами. Сначала поясню по номенклатуре пожарных машин. Автомобиль АЦ-2,5-30 означает, что это автомобильная цистерна, вместимость цистерны на 2,5 куба и мощностью насоса для подачи из того бака в 30 литров в секунду. Видов машин много, они разные, на разных шасси, с разными размерами баков от куба и выше и разными мощностями насосов, чаще на 40 литров, кстати. У украинских пожарных вдруг появились деньги, и пошли тендеры на поиск пожарных автомобилей. Много разных тендеров по разным регионам, много машин ищется типа АЦ-2,5-30 за 9,2 миллиона гривен. В 2018 году такие машины покупались за 1,9 миллиона гривен, а тут сразу поиск за 9,2. Это много или мало машина за $300 тысяч плюс на момент начала тендера? В Москве машину подобного плана днями можно было купить за 3,33 миллиона рублей, $60 тысяч. В Польше БУ машину с пробегом 5000 километров продают за $30 тысяч, но новую можно купить за $81 тысячу. В Индии был тендер, и подобная машина на базе Тата покупалась по $85 тысяч, 2,5 миллиона гривен, а наши ищут за 9,2 миллиона. Вот скрин тендера на покупку пожарного автомобиля АЦ-540, бак на 5 кубов с мощностью насосов 40 литров в секунду. Год назад, в апреле 2021 года, госструктура «Украгролизинг» купила машину за 5,6 миллионов гривен. А вот в апреле 2022 года полтавские пожарные точно такую же машину успешно покупают за 10,5 миллионов плюс НДС, $340 тысяч. И это при том, что Индия купила себе подобного плана машину за $163 тысячи. Московия за 5,2 миллиона ихних рублей покупала для Москвы в начале года $81 тысяча. То есть, пока мы с вами собираем на народный байрактар, народный тэчик, народные пикапы и прочие народные ништяки для нуля, наша держава вообще не палится. Будет тендер, цена упадет на миллиончик гривен, может даже до 7 миллиончиков. Прозорро якобы отчитается об экономии держсредств благодаря тендерам на их площадке. И будут куплены машины стоимостью в 2,5 миллиона гривен за 7 миллиончиков. А наказывать некого. Везде свои. Журналистов-расследователей тоже нет, все на едином марафоне или пилят заказанную банковой джинсу по телеграм-каналам. А деньги пилятся под нашим с вами носом. Кто виноват? Тот, кто позволил тендерному отделу выставить желаемую цену покупки. Значит, либо не были произведены исследования стоимости машин в близлежащих странах, или не выставлен поиск авто по тем ценам, или кому позволено покупать что-то за большие деньги, чем это стоит на самом деле, или неужели кто-то усомнится в честности чинуш и предположит, что те работают за откат? Или же украинские цены украинских производителей благодаря новой налоговой нагрузке настолько велики? Год назад цена-то была на машину 1,8 миллиона. Что изменилось в налогах? А конкуренции нет совсем.
А еще, представляете, в стране столько антикоррупционных органов с такой классной зарплатой. А эффективность их действий вот на этом примере. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.